Всем привет, с вами Бонарди, это новенькая серия по игре SnowRunner на моем YouTube канале. Сегодня в ролике я покажу, как найти замечательный автомобиль Step 310E. Сейчас вы можете увидеть, какие улучшения можно поставить на автомобиль и какие есть модули кузова. Как вы видите, выбор достаточно велик. Вы можете перевозить грузы, вы можете перевозить ремонтные части, вы можете воду, бензин и многое другое. Сейчас я покажу, как автомобиль преодолевает разные препятствия. К примеру, водные препятствия с грузом я поставил бетонные плиты или бетонные блоки, не суть. В общем, автомобиль сейчас очень сильно нагружен, и за счет этого ему очень тяжело преодолевать препятствия, но даже с ними он справляется. Водную переправу мы проехали, теперь мы поедем посмотрим, как мы ездим по бетонным плитам. Как вы видите, автомобиль хоть и длинный, но бензобаком он не ударяется, как часто бывает, знаете, на некоторых автомобилях здесь я тестирую, и они постоянно сбивают бензобак и так далее. По бетонным трубам автомобиль тоже идет очень легко, в целом, как и по камням. По камням и, конечно же, последней, так сказать, его точкой сегодня будет это проехать по грязи. По грязи, честно вам скажу, начало будет не очень топовое. Как я уже говорил, автомобиль достаточно сильно нагружен. За счет этого он тонет в грязи, и проехать ему, очень тяжело. Можно, конечно, помучиться, попытаться покрутить колеса в разные стороны, и он проедет. Но в моем случае я просто выкинул груз, и в принципе автомобиль дальше нормально себя начал чувствовать и ехать. Поэтому, когда вы будете делать разного рода задания в игре SnowRunner, обязательно запомните этот момент. И да, ребят, хотелось бы напомнить, что у меня есть добрый позитивный чат в Телеграме, где вы можете найти себе друзей для совместной игры, прохождения этой игры и многое другое. Ссылочка будет в закрепленном сообщении. Итак, более детально. Для того, чтобы получить данный автомобиль, мы отправляемся на таймер в локацию болото. Здесь я вам рисую карту, как вам проехать в следующую локацию карьер. Дорога здесь простая, но так как я занимался ерундой, вы не повторяйте мои ошибки. Я вам скажу, на каком автомобиле будет лучше всего проехать и что нужно будет поставить из модулей, чтобы справиться с этим заданием. После того, как вы перебираетесь в карьер, буквально в 100 метрах находится автозаправочная станция. Если у вас закончился бензин, пока вы сюда ехали, вы можете там заправиться. Также вы можете нарисовать карту вашего движения, а именно, если вы посмотрите сейчас на карту, на картинку, я вам покажу, где лучше и правильно проехать. Да, вот тот завал нужно объехать, потому что, не каждая машина там справится, а чирить сейчас времени нету. После этого переходим в локацию Зимнегорск. Рядом здесь есть база, на которой доступно задание, после которого у вас появится доступ для того, чтобы открыть автомобиль. Чтобы достать автомобиль, вам нужно будет выполнить кое-какие условия. То, что еду сейчас я немножко ошибся. Дело в том, что там нужно немножко побольше запасных колес, но мне почему-то показалось, что такой способ будет гениальный. Но нет, это оказался не гениальный способ. В общем, после того, как вы возьмете задание, вам нужно проехать по дороге, которую вы сейчас видите на экране. Это такая небольшая карта. Ехать здесь вам тоже будет очень легко и просто, с учетом того, какой вы автомобиль будете использовать, к примеру, ZIX. Но не нужно на него ставить яр, чтобы не было примерно такой интересной ситуации. В общем, пока я снимал яр, что-то у меня пошло не так, и как видите.
Для того, чтобы получить данный автомобиль, нужно привезти 540 ремонтных частей, 6 колес и 220 литров топлива. Татарин здесь не подойдет, у него 4 колеса на борту, насколько я помню, поэтому лучше в идеале просто взять автомобиль, прицепить к нему кунгут с ремонтными запчастями, он позволяет вести 6 колес, ремонтные части, ну а топливо вы потом просто отольете либо с крыши из канистров, либо из бензобака, потому что больше с заданием ничего не требуется, кроме как доставить все то, что требуется. И все, это ваш автомобиль. Спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал и пишем ваши комментарии. Всем удачи и пока.